Как вырастить новую орхидею с нуля быстро, не используя ни одной капли химии, ни одного стимулятора, активатора, энергена, фитогормона, вообще ничего химически синтезированного? Сегодня вы обязательно узнаете об этом. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. В этом видео вы станете свидетелями развития новой орхидеи на пне, полученном в результате деления взрослой орхидеи. Эта история длится уже 5 месяцев, и это не первое видео из этой серии. 2 предыдущих видео, а точнее ссылки на них, я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Тем зрителям, которые не любят обращаться к более ранним видео, я расскажу о предыдущих событиях кратко. У зрительницы нашего канала из города Артем Приморского края Натальи Сытовой в результате пересадки орхидей образовалось 2 пня. Пнями мы будем называть обрезки ствола или стебля орхидеи, безлиственные сухие останки орхидей. Обоим этим пням, а точнее обрезкам стволов орхидей с прилегающими к ним корнями, была уготована невеселая участь – полететь в мусорное ведро. Я упросила Наташу не выбрасывать эти обрезки, а поместить их в самые простые и дешевые горшки, засыпав самым простым субстратом, без изысков. В последних числах апреля 2022 года оба эти пня приехали ко мне во Владивосток. С тех пор я выращиваю новые орхидеи с нуля на обоих этих пнях и фиксирую все изменения очень тщательно, для того, чтобы показывать их вам. В выращивании новых орхидей с нуля я использую исключительно природные средства ухода за орхидеями. Рецептам с целебными снадобьями для орхидей посвящен целый плейлист на этом канале. Ссылку на него я тоже оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео. Использование природных средств и методов ухода за орхидеями часто носят исследовательский характер, и поэтому к одной орхидее чаще всего применяется одно средство. На этом, казалось бы, сухом и безжизненном обрезке ствола орхидеи выросла детка фаленопсиса сорта Келлион. Напомню вам, что для зарождения новой жизни достаточно наличия одной живой меристемы на стволе или стебле орхидеи. Я показывала вновь явленное растение прежней хозяйки пня, а она восклицала: Там что, не по дням, а по часам растет, что ли? Уже листики распускает? Опять с ними делаешь? Ты там точно ворожишь? Точно? Если к ворожбе отнести правильный уход за орхидеей, с учетом ее физиологии, с каждодневным правильным уходом и с созданием правильных условий для развития, то да, я точно ворожила. Итак, первое и самое главное условие для быстрого и динамичного развития маленькой орхидеи – это длинный световой день. Максимальная длина светового дня для маленькой орхидеи 16-18 часов в сутки. 6-8 часов должна составлять темная фаза в жизни орхидеи. Орхидея, как и любое другое живое существо, должна отдыхать. Иными словами, круглосуточно содержать орхидею при свете, солнечном или искусственном, недопустимо. Необходимо помнить, что пока листовая масса маленькой орхидеи недостаточно развита, функцию фотосинтеза на себя принимает корневая система орхидеи. Поэтому чем больше корней орхидеи будет находиться на ярком солнечном свете, тем лучше. Через месяц после появления, в конце мая 2022 года, маленькая новая орхидея выглядела уже вот так.
Я ставила перед собой задачу к концу лета получить подросшее, здоровое и сильное растение, и поэтому начала применять на этой маленькой орхидее настой подорожника. О процессе приготовления и рецептуре настоя, о целебных свойствах подорожника я очень подробно рассказываю в предыдущем видео и очень рекомендую вам посмотреть его. Основная ценность настоя из листьев подорожника в кислотах, которые в нем содержатся. Полный спектр кислот, содержащихся в подорожнике, очень широк. Его вы можете видеть на своих экранах. Из всего этого обширного перечня я выделю для вас лишь органические кислоты, которые необыкновенно полезны для орхидей. И это щавелевая, винная, лимонная, яблочная и янтарная кислоты. И все эти органические кислоты абсолютно бесплатны для нас и содержатся в подорожнике в 100% натуральном виде, без искусственной синтезации. А это очень важно и для человека, и для орхидей. Для приготовления настоя можно использовать как свежее сырье в виде листьев и соцветий подорожника, так и сухое сырье из аптеки или заготовленное впрок вами самими. Пока у нас еще тепло и держатся устойчиво положительные температуры, подорожник можно собирать до конца октября. Настой из листьев подорожника можно применять на орхидеях круглогодично и независимо от стадии развития орхидеи. Я особенно рекомендую применять этот настой тем, кто для полива орхидеи использует очищенную воду после фильтра обратного осмоса или после других фильтров. А все потому, что такой настой позволяет избежать деминерализации растения. Применять настой можно двумя разными способами – для полива орхидеи и для опрыскивания по листу. Еще раз обращаю ваше внимание, что любое применение настоев как по листу, так и посредством корневой системы нужно чередовать с использованием обыкновенной простой воды. Не надо усердствовать. Как говорится, лучше меньше, да лучше. К концу второго месяца развития с применением целебного настоя из листьев подорожника маленькая орхидея выросла вот так. В комментариях к прежним видео продолжают задавать вопросы, какую функцию выполняют вот эти крышечки от бутылок в посадках орхидей. Они выполняют функцию масштаба, ведь каждый из вас знает, какого размера стандартная крышка от бутылки. А это значит, что каждый может представить себе, какого размера на данный момент орхидея. Эти кадры в июле 2022 года были последними, которые видели вы. На ваших экранах полив орхидей с помощью целебного настоя из листьев подорожника. Тогда я рассказала вам, что у новой орхидеи, рожденной на пне, растет уже 4-й листик. Размах листьев достигает 10 сантиметров. Листики загорелые, упругие, с прекрасным тургором. И всем своим видом новая орхидея показывает нам, что здорова, счастлива и готова к покорению новых вершин в развитии. А сейчас пришло время посмотреть, каких новых вершин достигла малышка Келли, ведь именно так ее прозвали зрители в комментариях. Все лето, каждый раз выходя на улицу, я приносила с собой пакет подорожника, который использовала и сушила впрок. На этих кадрах хорошо видно, и на этом стоит акцентировать ваше внимание. Однократно в профилактических целях я использовала сок толстянки на этой маленькой орхидее.
Использовала собственным методом 5 капель в центр розетки орхидеи, и это очень хорошо видно. На центральных листьях остался налет, который не смывается водой, но который никоим образом не вредит орхидее. Напротив, защищает ее и имеет пролонгированное действие. Давайте запомним, какого размера была новая орхидея в 3 месяца после своего появления на свет. И это уже грандиозный результат. На ваших экранах середина августа этого года. 4-й месяц жизни орхидеи ознаменовался появлением собственных корней. Самый первый, самый нижний листик при этом отсох, ведь корни пробили его в нескольких местах. Появилось сразу 4 новых корня. С появлением новых корней ставятся новые задачи по формированию правильного веломена на новых корнях новой орхидеи. Корни орхидеи могут функционировать с любым количеством слоев веломена на них, и даже вовсе без веломена. Тем не менее, гораздо физиологичнее вырастить у новой орхидеи ту корневую систему, которая будет функциональна на долгие годы. С появлением новых корней появился еще один новый и молодой лист. Напоминаю вам, что корневая система с обрезком ствола была помещена в горшок диаметром 14 см. И вы посмотрите, листья новой орхидеи уже переросли размер горшка. Новая орхидея росла буквально на глазах и каждый день увеличивалась в размерах. Крышка от бутылки по-прежнему лежит в посадке для масштаба, но для понимания размера орхидеи ее уже мало. И я показываю вам свою руку для того, чтобы вы понимали, как выросла новая орхидея. Делая эти кадры в середине сентября, я надеялась, что вот-вот создам новое видео и покажу малышку вам. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, и мои планы тогда не реализовались. Я продолжала регулярно опрыскивать орхидею настоем листьев подорожника и получала все более и более грандиозные результаты. На ваших экранах середина октября этого года, событие 5-дневной давности. Последние солнечные дни, когда орхидеи в дневное время еще можно содержать на открытом балконе, когда дневные температуры превышают плюс 15 градусов Цельсия. На ваших экранах процесс опрыскивания орхидеи помповым пульверизатором. Каждый день, а порой несколько раз в день, в зависимости от наличия свободного времени, я опрыскиваю свои орхидеи со всех сторон листовых пластин. Делается это для достижения 2 целей: для запуска С3 процесса фотосинтеза в дневное время и для стимуляции иммунитета орхидеи, для закаливания орхидеи. Метод выращивания орхидей с помощью любых водных процедур, будь то дождевание, купание, опрыскивание, позволяют орхидеям расти в нереально быстром темпе. Вы посмотрите, что творится. Какой стала новая орхидея через 5 месяцев после появления на обрезанном, безлиственном стволе орхидеи. У новой орхидеи 4 полноценных листа. 5-й маленький лист пострадал в результате роста корневой системы. Тем не менее, он был. И раз уж мы заговорили о новых корнях, давайте оценим и их. Вот такие шикарные загоревшие корни растут у новой орхидеи и уходят непосредственно в субстрат.
Напомню вам, что в качестве субстрата использована самая простая, дешевая и ненужная в употреблении кора хвойных пород деревьев, а точнее даже не кора, а щепа. С добавлением уже использованного ранее мха. Я попросила Наташу использовать то, что уже не нужно, то, что уже не жалко выкинуть, отработанный ранее субстрат. Тем не менее, посмотрите, с каким удовольствием новые, красивые, мощные корни идут прямиком в этот субстрат. Я еще раз акцентирую ваше внимание, что не субстрат определяет поведение корней, а его воздухопроводимость, хорошая аэрируемость и хорошее снабжение водой. Иными словами, нужно помнить о том, о чем я рассказывала вам ранее, о тропизмах корней, о гидротропизме и о фототропизме. Корни орхидей будут стремиться туда, где им есть чем дышать и есть что пить. Не спрашивайте у меня в комментариях, что не так с вашими орхидеями и почему корни ваших орхидей не стремятся вглубь посадок. Мне это неизвестно. Ваша задача проанализировать, что вы делаете не так. Я пытаюсь показать вам, как понять орхидеи, но понять свои орхидеи – это ваша задача, а не моя. Вот эту видеозапись я делала 5 дней назад. Сегодня я снова посмотрела на эту орхидею и поняла, эта малышка растет реально не по дням, а по часам. С момента прошлой обработки настоем листьев подорожника тоже прошло 5 дней. И сейчас я покажу вам изменения за 5 дней. Плюс еще один растущий корень от ствола орхидеи. К слову сказать, на ваших экранах орхидея поливается методом погружения. И снова крышка для масштабов посадки плюс сантиметр рулетки. И, пожалуйста, оцените, чего мы достигли за 5 месяцев развития. Достичь всего этого нам помог настой соцветий и листьев подорожника. Всего 1 стакан настоя подорожника обогатит воду для полива и опрыскивания вашей орхидеи необходимым количеством микро- и макроэлементов, витаминов и обширным спектром незаменимых органических, жирных и фенольных кислот. Такому результату может позавидовать любая химическая добавка или любое химически синтезированное средство. Ведь за 5 месяцев из 2 сухих, безлиственных и безжизненных пней мне удалось вырастить 2 великолепные новые молодые орхидеи. И если процесс формирования первой из них вы посмотрели сегодня, то вторую детку вы еще не видели. И если вы хотите посмотреть, как росла она, напишите в комментариях, покажите вторую. Всегда помните, что автору очень важна обратная связь со зрителем. А пока вы выражаете свое мнение в комментариях, я напомню вам, что 20 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вам понравились темпы развития фаленопсиса сорта Келлион в моих домашних условиях, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас
много интересного.